Лиам Эбби и Итан Харпер были знакомы всего час, когда им пришлось столкнуться с действительно неприятной ситуацией, которая полностью изменила их карьеру полицейских в городе Сан-Франциско. Событие, столь же несправедливое, как и обычно, которое, несомненно, вас совсем не удивит, но, к счастью, закончилось совсем не так, как мы привыкли слышать в новостях. Но прежде чем мы перейдем к деталям и расскажем о событии, о котором идет речь, мы приведем вам некоторый контекст, который поможет вам лучше понять причину этой истории. С одной стороны, у нас есть 35-летний сержант полиции Лиам Эбби, который происходил из длинной семьи полицейских, что, к сожалению, развило в нем чувство превосходства, которое только создавало ему проблемы. Его высокомерие заставляло людей бояться его и предпочитать молчать и подчиняться ему, а не затевать конфликт, что позволило ему относительно легко продвигаться по служебной лестнице, но лишь еще больше укрепило его уверенность в себе и сделало его по-настоящему презренным существом. Эбби часто смотрела свысока на людей, с которыми он работал, думая, что он лучше их, просто потому, что он происходил из семьи полицейского. Хотя все знали, что это неподходящее поведение для офицера полиции, никто не осмеливался усомниться в этом. Все знали, какими могущественными и внушающими ужас были отец и дед Лиама, и было ясно, что молодой полицейский шел в том же направлении, что и его предшественники, и намеревался сохранить их наследие в неприкосновенности, или даже, если позволят, расширить его еще немного. Хотя не все в его семье были согласны с его отношением, его собственная мать была в отчаянии от отношения своего сына, поскольку она рассталась с его отцом по тем же причинам и надеялась, что ее единственный сын не станет таким, как он. Она изо всех сил старалась хорошо воспитать его, но он всегда уважал мужчин в своей семье и поэтому быстро перенял их отношение к себе. Его мать постоянно предупреждала его, что люди откажутся с ним работать, а профессиональные и личные отношения будут сложными, если он не изменит своего отношения. Но Лиам отказывался ее слушать. Его гордость была намного выше того, что другие могли подумать о нем или его семье, и даже его мать не смогла бы заставить его передумать и осознать, какую большую ошибку он совершает, ведя себя подобным образом. Аббатства никогда не должны извиняться за то, что они такие, какие они есть. Мы – семья уважаемых полицейских, лучших копов, которых когда-либо знал город Сан-Франциско. И ты, как мать и жена двух уважаемых полицейских, должна гордиться этим, а не отчитывать меня за все. Прости, мама, но ты не права. Лиам говорил об этом своей матери каждый раз, когда она пыталась изменить его отношение. С другой стороны, у нас есть Итан Харпер. И что мы можем сказать о нем? По сравнению с его непосредственным начальником и новым напарником по патрулю Лиамом, о Харпере мы можем сказать только одно. Он хороший человек и полицейский, преданный своей работе, который заслуживает нашего уважения. И вашего тоже, как только вы дочитаете эту историю до конца. И это подводит нас к моменту, когда эти двое мужчин, такие разные и в то же время такие общие, встретились и отправились в свой первый совместный патруль наблюдения. Это случилось однажды летним утром. В то время в полицейском участке не хватало сотрудников, так как многие офицеры ушли в отпуск, что вынудило их обратиться к новым, недавно окончившим службу офицерам, которые стремились проявить себя и получить должность. И одним из них был Итан. Когда Лиам узнал, что ему придется патрулировать с новичком, у него испортилось настроение. Эбби терпеть не могла общаться с полицейскими новичками, но увидела в этом возможность поставить их на место и дать им понять, с кем они имеют дело. Итан, не подозревавший о том, с чем ему предстоит столкнуться, горел желанием проявить себя как полицейский и был полон энтузиазма по поводу своего первого патрулирования города.
Эбби быстро переняла все эти эмоции и поняла, что с ним будет легко справиться, и он легко справится с ними. Хотя вскоре он осознал свою ошибку и то, что недооценил молодого человека, чьи способности как офицера полиции и прежде всего как человека были намного выше его собственных. Они патрулировали всего полчаса, когда что-то привлекло внимание Лиама. Полицейский сбавил скорость и высунул голову из окна, чтобы понаблюдать за чернокожей девочкой, которой едва исполнилось 5 лет, катавшейся по окрестностям на велосипеде. Итан, который не совсем понимал позицию своего начальника, наблюдал за девочкой, играющей на велосипеде, и спросил, почему они остановились, когда стало ясно, что нет ничего подозрительного для расследования. Это просто играющий ребенок. «Почему мы за ней наблюдаем?» – невинно спросил новичок. Но когда агент Эбби бросила на него пронзительный взгляд в ответ, Итан внезапно понял, что его напарник не из тех, кто шутит, и что дело гораздо серьезнее, чем он себе представлял. Новичок опустился на сиденье и замолчал, смущенный и испуганный тем, что может сделать Эбби. Кроме того, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать вдохновение от этих историй из реальной жизни каждый день. А теперь вернемся к сюжету. Было что-то в поведении Лиама, что показалось Итану странным, и у него возникло ужасное чувство, что необходимость присматривать за этим ребенком связана с цветом кожи девочки и ни с чем иным. Тем не менее, он решил подождать и предоставить своему боссу возможность усомниться. Однако ему потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что он был неправ. Они стояли неподвижно, наблюдая за девушкой в течение нескольких минут, пока, наконец, Лиам не нарушил молчание. Но то, что он сказал, заставило его партнера нервничать еще больше. «Оставайся здесь и смотри. Сейчас я покажу тебе, что значит вершить правосудие в этом городе и быть настоящим полицейским из Сан-Франциско». Он подмигнул и вышел из машины с выражением, которое ясно говорило о его намерениях. Лиам вышел из машины и уверенным шагом направился к девушке, которая все еще каталась на велосипеде взад-вперед по улице. Девочка весело играла, казалось, не подозревая, что двое полицейских наблюдали за ней и теперь приближались к ней. Веселье подходило к концу. Итан все еще надеялся, что его напарник будет вести себя подобающим образом и следовать принципам, которым их научила полиция. Но когда Лиам рявкнул на девушку, чтобы она назвала свое имя и адрес, он посмотрел на нее так, словно только что столкнулся с большой крысой, которую ему предстояло уничтожить. Новичок потерял дар речи. Теперь он был более чем когда-либо убежден, что Лиам выбрал девушку только потому, что она была черной. Затем, поддавшись внезапному порыву и пренебрегая инструкцией, обязывающей его не нарушать приказы непосредственного начальника, Итан вышел из машины, чтобы попытаться остановить Лиама и освободить бедную девушку от допроса, которому ее подвергал его коллега. «Оставь ее в покое. Разве ты не видишь, что она напугана и не понимает, что ты ей говоришь? Она всего лишь ребенок!» – в отчаянии закричал Итан. Но Эбби, казалось, не слышала ничего из того, что он говорил, и кричала все громче и громче на перепуганную девочку. Внезапно девушка бросила велосипед и побежала вниз по улице к своему дому. Но вместо того, чтобы увидеть в реакции девушки очевидное доказательство своей ошибки, Лиам подумал, что если девушка убежит, это было потому, что она действительно делала что-то не так, и он побежал за ней, оставив Итана в еще большем замешательстве. Харпер крикнул своему начальнику, когда тот побежал за ним. Но Эбби уже добежала до девушки и крепко держала ее за руку, пока он снимал наручники и надевал их на ее тонкие запястья. Девушку трясло, и ее тело начало сотрясаться от громких рыданий, которые эхом разносились по всей улице. Увидев ее, Итан почувствовал, что его сердце разрывается, и понял, что должен что-то сделать, чтобы положить конец этой ситуации. Но чего он не знал, ни он, ни его напарник не знали, так это того, что крики этой беспомощной девушки будет слушать кто-то еще, кто-то, обладающий властью положить всему этому конец,
включая, возможно, карьеры 2 полицейских. Оказалось, что девушка уже почти дошла до дверей своего дома, который находился всего в нескольких метрах от того места, где ее держал полицейский, и что внутри дома находился никто иной, как отец девочки, который, встревоженный рыданиями своей дочери, выбежал на улицу посмотреть, что происходит. Но отец девочки был не просто мужчиной, и 2 полицейским предстояло это выяснить. Мужчина вышел из дома в ярости, а когда увидел сцену, то пришел в ярость. Он был внушительным мужчиной, от одного взгляда на которого кровь стынет в жилах, и он ясно дает понять, что не стоит ему перечить. Такой мужчина, как Лиам, может внушать страх, и это правильно. «Что вы делаете с моей дочерью? Отпусти ее сейчас же!» В гневе закричал мужчина и оттолкнул Лиама от дочери. Мужчина был так же зол, как и любой отец, увидев своего сына в наручниках и плачущим. Но было еще кое-что, о чем никто не знал, что-то, что полностью изменило бы ситуацию. Видя, что ни один из 2 полицейских не в состоянии дать ему убедительного объяснения того, что они делают, мужчина достал из кармана бумажник и показал им свое удостоверение личности. И внезапно Лиам побледнел. Высокомерное выражение самодовольства исчезло, сменившись выражением немедленного сожаления. Отцом девочки был новый заместитель окружной полиции Патрик Рейнольдс, который только что прибыл в город и завтра приступал к выполнению своего нового задания. Этот человек был непосредственным начальником Лиама, и он без всякой видимой причины надевал наручники на свою дочь у своей входной двери. Тем не менее, Эбби, вместо того, чтобы признать, что совершил ошибку, извинившись перед своим начальником, попытался избежать наказания и сочинил историю о том, что девушка создавала проблемы вне дома, за что ее и арестовали. Но это было совсем неубедительно. Харпер был в ужасе. Он больше не мог слушать ложь, которую Лиам говорил отцу девочки. Новичок знал, что хорошие копы не должны вести себя так, как он. И хотя он чувствовал себя ужасно из-за того, что ничего не сделал, чтобы остановить своего напарника, теперь у него был еще один шанс поступить правильно и преподать ему урок. Поэтому он, наконец, нарушил молчание. Он рассказал капитану Рейнольдсу всю правду о том, как старший офицер сразу же предположил, что эта девушка, его дочь, замышляет что-то недоброе, и что он терроризировал ее и гнался за ней по улице без объяснения причин. Капитан был в ярости из-за того, что Эбби явно проявила расизм по отношению к его дочери, и решил, что дело должно быть рассмотрено официально в полицейском участке. «Ты поступил правильно, сказав правду, новичок. Я знаю, вы только начали, и последнее, чего вы хотите, это перечить начальству. Но ваш долг перед правосудием и этикой превыше правил. Я поздравляю вас», — сказал ему капитан Рейнольдс после того, как рассказал ему все. Царству террора в Эбби вот-вот придет конец. Он совершил серьезную ошибку, и на этот раз никто не захотел лгать ради него. Итан Харпер был новичком, но он не боялся его и был готов говорить правду столько раз, сколько потребуется, чтобы Лиам был должным образом наказан. На следующий день, когда капитан вызвал Лиама к себе в кабинет, продажный коп все еще выглядел самоуверенным. Он с честью выходил из предыдущих ситуаций и верил, что поскольку капитан был там новичком, он сможет выпутаться и из этой, даже не получив выговора и предупреждения. Но на этот раз все будет не так просто. Как только дверь кабинета закрылась, капитан Патрик Рейнольдс сообщил Лиаму, что он уволен, и уверенность, с которой он вошел в кабинет, исчезла, когда он понял, что это значит. Учитывая, что весь участок был против него, а в его послужном списке было множество свидетельств коррупции и расизма, Лиам Эбби никогда больше не стал бы полицейским. Видя, что его карьера закончена, Эбби умолял капитана пересмотреть свое решение и учесть годы его службы, но безуспешно.
Капитан не был заинтересован в том, чтобы управлять участком с коррумпированными полицейскими, не говоря уже о том, чтобы незаконно арестовать его дочь только из-за цвета ее кожи. Расизм – это то, с чем мы должны бороться, а не поощрять своими действиями и предрассудками. Кем бы вы ни были, и насколько бы высоким вы себя ни считали, я никому не позволю вести себя расистски на этой станции, и любой, кто это сделает, будет строго наказан. «Никогда не забывайте об этом», – сказал капитан после объявления о немедленном увольнении Лиама Эбби. Со своей стороны, Харпер получил волну поздравлений от всех своих коллег и особенно от капитана, который сказал им, что они всегда должны повышать голос, если что-то пойдет не так. Так же, как поступил Итан, несмотря на то, что он проработал офицером полиции совсем недолго. Лиам недооценил его по той простой причине, что он был застенчивым и неуверенным в себе человеком. Но в конце концов новичок оказался храбрее всех и преподал ему урок, который он никогда не забудет. Высокомерие и злость долгое время помогали ему оставаться на вершине славы. Но, в конце концов, его мать была права. Они стали его погибелью. Понравилась ли вам эта трогательная и удивительная история? Если это так, мы приглашаем вас оставить нам комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Спасибо за сотрудничество.